1 мая 2021 года в финале Европейской волейбольной лиги чемпионов, что проходил в Вероне, сошлись Закса и Трентино, которых на данной стадии никто увидеть не ожидал. Польская команда смогла не только выбить из турнира двух предыдущих обладателей трофея в лице Лубы Чивитанова и Казанского Зенита, но также и одолеть в финале Трентино, которое аналитики считали фаворитом в этой паре. И эта победа стала первой в современной истории Лиги Чемпионов для польского клубного волейбола. После того сезона Заксу покинули 3 ключевых игрока и также главный тренер, что безусловно ставило под сомнение дальнейшие перспективы команды. Трентино также не обошлось без потерь, ведь несколько звезд мировой величины также сменили клубную прописку в межсезонье. Но несмотря на все трудности, 22 мая 2022 года в столице Словении Любляне эти два коллектива снова сойдутся в финале Лиги Чемпионов и выяснят, кто же является лучшим мужским волейбольным клубом Европы. Как прошел данный финал и кто по итогу поднял над собой заветный трофей, ты узнаешь из данного обзора. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Трентино 6-й раз в современной истории оказывается в финале Лиги Чемпионов. Чаще здесь бывал только Казанский Зенит – 8 финалов. С 2009 по 2011 год итальянский грант доминировал на европейской арене, выиграв 3 подряд финальных матча. Но вот уже в 2016 и 2021 году игроки Трентино были не так удачливы и дважды со счетом 1-3 уступили в финале. У Закса эта история финалов более скромная, ведь единственный для них матч за золотые медали вышел на прошлый сезон. Зато польский коллектив имеет 100% показатель побед в финалах Лиги Чемпионов, что звучит очень солидно. И подобную статистику действующий триумфатор портить не собирался, забрав первый сет этого финала себе 22-25. Всего в истории самого престижного клубного трофея Старого Света данные команды между собой провели 9 поединков. Несмотря на серию из 3 побед подряд для Заксы, в этом противостоянии пока впереди итальянцы, у них 5 побед. Ну и завершая статистический экскурс к данному матчу, отмечу еще один интересный факт. Закса выиграла все матчи у Трентино, где забирала себе первый сет. В этом году у Заксы также есть лидеры, которые по окончанию сезона покидают команду, в их числе Камиль Семенюк. Было бы символично увидеть матч доигровщика против его будущего клуба Перуджи, но дьявола в полуфинале выбила Трентино. И поляк, похоже, что решил реваншироваться за будущую команду. И пока у него это очень хорошо получается, ведь Закса забрала себе и второй сет 20-25. Несмотря на все неудачи Камиля на подаче, в атаке доигровщик выглядел бесподобно. Болельщики Трентино в первую очередь возлагали надежды на Алессандро Микелетто, но как это было и в полуфинале чемпионата Италии, команду за собой вел Матей Казийский. Только вот болгарскому ветерану определенно пригодилась бы поддержка, ведь в одиночку спасти такой матч будет нереально. И пусть в атаке помощников капитана не так много, зато на блоке подключился Даниэль Лавия, который в третьем игровом отрезке дважды успел остановить Александра Сливку. Но ровно тем же отвечает ему Лукаш Качмарек, также дважды закрыв леворукого доигровщика своего оппонента. А Семенюка в этот вечер в нападении никто остановить был не в состоянии. И именно ему предстояло вести свою команду к победе, ведь Сливка начал испытывать серьезные проблемы с реализацией своих атак. Доигровщик имел возможность завершить матч, но атака Семенюка отправилась в аут, и встреча продолжилась. Почти он добыл финальное очко при помощи своей подачи, но в этот раз Трентино спасает Казийский. Только как ни старалась итальянская команда, Камиль закончил начатое. Атака доигровщика Заксы приносит его клубу вторую подряд Лигу Чемпионов. Поздравляем! Перед тем, как перейти к подведению итогов, я бы хотел поблагодарить организаторов этого потрясающего шоу. Ведь в столице Словении, Любляне, был подготовлен великолепный предматчевый перформанс, что безусловно подогревал и без того немалый интерес к поединку. Несмотря на то, что представление слегка затянулось, это действо определенно того стоило. Хотя, скорее всего, это даже хорошо, ведь сам матч продлился минимально возможные 3 сета. И как болельщики Трентино того не хотели, их команда не смогла зацепиться даже за третий игровой отрезок, несмотря на достаточно осязаемые для этого возможности. В первую очередь, невозможно не отметить потрясающую игру Камиля Семенюка, что после финального свистка не смог сдержать слез. Доигровщик набрал безумные 27 очков, при реализации 74%. И если бы Камиль смог показать свой привычный уровень подачи, то Трентино было бы уничтожено куда быстрее.
По сути, весь матч свелся к противостоянию Семенюка и Козийски, где за первого основным козырем выступил его возраст. Ветеран изо всех сил пытался спасти свою команду, но на фоне усталости болгарин допустил ряд невынужденных ошибок, что не позволили Трентино укрепить лидирующие позиции в третьем сете. Безусловно, винить капитана итальянской команды не имеет никакого смысла. Куда больше вопросов остается к Алессандро Микелетто, что данный матч определенно провалил. Несмотря на то, что итальянский вундеркинд уже имеет за плечами опыт выступления на Олимпиаде и триумфальном для Италии чемпионате Европы, Микелетто выглядел очень неуверенно, особенно в третьем сете, где и в атаке он нередко принимал странные решения, да и весь прием в решающие моменты Алессандро также провалил. Не хочется сейчас накидываться на молодого доигровщика, вся карьера у него еще определенно впереди. Так что, как знать, может он еще не раз получит свою возможность реабилитироваться за данный финал. Так для меня и осталось загадкой, почему Трентино в завершающей стадии сезона отказалась от активного задействования Даниэля Лавия в атаке, ведь итальянец был лучшим бомбардиром команды по ходу группового этапа. Да, потом он получил травму, но с тех пор прошло огромное количество времени, и Лавия успел получить достаточное количество соревновательной практики. А если вы не уверены в своем диагональном, то почему тогда не использовали Джулио Пиналли? Если у вас есть мысли на этот счет, то делитесь ими в комментариях. Было два момента, когда появились сомнения по поводу очевидного триумфа Заксы в этом финале. Первый – повреждение колена Эрика Шоджи в начале третьего сета. А второй – также повреждение колена, но уже у Марцина Януша, ближе к концовке. Причем связующий дважды падал корчась от боли. И если бы Закса третий сет не забрала, то кто знает, смог бы он закончить эту встречу или же нет. Было очевидно, что именно Камилю Семенюку достанется звание MVP финала, так что он не только отпраздновал свой ход из Заксы победы в Лиге Чемпионов, плюс Лиги и Кубки Польши, но и также ему досталась очень престижная индивидуальная награда. Закса отстояла свой чемпионский титул, и кто знает, быть может эта команда в следующем сезоне сможет побороться за трипит. Как вы думаете, под силу им такое серьезное достижение? Делитесь вашим мнением в комментариях. Самым результативным игроком встречи стал Камиль Семенюк, набравший 27 очков. Статистика остальных участников финального матча, как обычно, будет на ваших экранах. Вот таким получился финал мужской Европейской Лиги Чемпионов. Да, к числу лучших в истории его явно не отнести, но посмотреть было на что. Но даже если сам матч лайка от вас не заслужил, я очень надеюсь, что его заслужил мой обзор. Ведь я постарался сделать его не только максимально быстро, но и также сделать его максимально информативным и интересным. Делитесь вашим мнением касательно финального матча внизу в комментариях. За кого вы болели, кто из игроков вам больше всего понравился, а кто больше всего разочаровал. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.